У восточного склона горы Аюдак, которая еще известна как Медведь-гора, притаился маленький курортный поселок Партенит. Его название связано с греческим словом «партенос», что в переводе на русский означает «дева». Именно здесь находится романтичный, стильный, современный парк и лечебно-оздоровительный комплекс Айвазовская. Расположенный на крутых склонах амфитеатра уютной Кучук-Ламбадской бухты, этот парк все время развивается. Гармонично сочетая в себе разные стили и направления садово-паркового искусства. Восхищенные посетители местности назвали парк «Парадис». Здесь когда-то был небольшой поселок Айвазовская, названный в честь великого художника, а теперь лечебно-оздоровительный комплекс с тем же названием. Хотя великий художник-маринист жил в Феодосии, в Партените он тоже побывал. И парк его имени решили создать именно здесь. Парк Айвазовского можно назвать относительно молодым. Его строительство развернулось в середине 1960-х годов на залитой солнцем территории, где раньше были разбиты виноградники. Даже в те годы его называли райским уголком, но с глобальным преображением парка в 2003 году он стал известен как Парадис. Великолепный парк богат растительностью. Здесь насчитывается до 15 тысяч деревьев и не менее 40 тысяч кустарников. В советское время санаторий Айвазовская был местом отдыха партийной номенклатуры, и парк тогда представлял собой просто аллеи кипарисов и хвойных деревьев. Как известно, фантазии советских руководителей и их обслуги были невелики. И отдыхали партийные бонзы исключительно в унылых желтых зданиях с колоннами, в окружении бесконечных девушек с веслом. Так что преображение парка началось совсем недавно, в 2000-е годы, в украинский период, и, как мы видим, кое-что хорошее на Украине все-таки делалось. Строительство парка осуществлялось на средства меценатов. Сохранить природу, создать экспозицию редких видов растений, дополнить ее архитектурными композициями, а также запечатлеть историю родного края, такую непростую задачу поставил перед собой коллектив парка Айвазовская и его директор Виктор Пястолов. Руководил проектом ландшафтный архитектор Анатолий Анненков. Своего рода человек-легенда. Он создавал современную часть Никитского ботанического сада, часть парка Ялтинского санатория «Россия», проектировал и строил парк санатория «Южный» в Миласе. Он же автор парка на печально известной даче Михаила Горбачева в Фаросе. Для реконструкции парка приглашались итальянские скульпторы и архитекторы. Все скульптуры, ландшафтные и архитектурные композиции необыкновенно стильны и современны. Во всем чувствуется настоящий европейский лоск. И это действительно удивительно видеть в нашем Крыму. Террасы парка открывают прекрасную панораму поселка и его окрестностей. Это позволяет запечатлеть на фотографиях не только красоты самого Парадиза, но и других живописных мест Крыма. Территория парка поддерживается в безукоризненном состоянии. Сотрудники следят за чистотой и порядком, состоянием растений и скульптур. Название в переводе означающее «рай», что вполне соответствует действительности. Прогулка начинается с основной лестницы искусств или лестницы Раевского. Окруженная кипарисами, она сразу погружает в мифы и культуру народов мира. На площадках лестницы по бокам расположились персонажи легенд, настоящий итальянский средневековый колодец, амфоры и пифосы. А это имитация античных колонн и источника. По ходу движения встречаются прелестные уголки, обрамляющие лестницу. А тут можно посидеть и отдохнуть во время трудного обратного пути. Львы – непременный атрибут и исторических, и современных парков. В парке можно встретить ливанские и гималайские кедры, разные виды сосны, пихты, а также реликты, такие как гинго, ягодный тис, фисташковая роща, можжевельник высокий. Это памятник не Лермонтову, а Михаилу Раевскому, владельцу Партенита, сыну генерала Николая Раевского, героя Отечественной войны 1812 года.
Мало кто знает, что Михаил Раевский был правнуком Михаила Ломоносова. Лестница заканчивается на полукруглой площадке, с которой открывается великолепный вид на море. Фигуры лошадей создают ассоциации с древними таврами. Восхитительные водопады и клумбы наводят на мысли о предпочтениях могущественных ханов. Удобные скамеечки в тени густых аллей воссоздают атмосферу золотого века русской аристократии. Можно встретить здесь и дань уважения, и восхищения традициями далеких народов. Например, здесь есть эффектный японский сад. Японский сад в Крыму в санатории Айвазовская является уникальным в своем роде. Он занимает площадь примерно в 1500 квадратных метров. Созданный в стиле горного сада, он необычайно сложен и лаконичен. Проект разработал и курировал известный японский архитектор Широ Накани. Сад разбит условно на две части. Верхняя часть – японский сад Тянева с центральными архитектурными элементами, чайным и гостевым домиками, стоящими на противоположных берегах зеркального пруда. В этой части парка Айвазовская можно увидеть такие традиционные для японского сада элементы. Выгнутый дугой красный мостик, каменные фонари, чаша для омовения. Нижняя часть на крутом склоне в стиле дзюдо. Это пейзажный прогулочный сад. По мере продвижения по нему снизу вверх перед посетителями открываются новые картины. Украшением участка являются водопады Нуно-Очи, Ито-Очи, Дан-Очи и Ами-Кейк. В саду представлено почти 200 видов и форм деревьев и кустарников. Среди них особый интерес представляют ниваки – искусственно сформированные деревья. Растения в японском саду имеют такое же символическое значение, как вода и камни. Растения подобраны так, чтобы сад выглядел привлекательным в любое время года. Ранней весной цветут сакуры, магнолии и камелии японские. Ближе к маю азалии зацветают и рододендроны. Летом сад украшают пышные грозди лагерстрёмий, осенью всеми оттенками красного пылает листва на японских кленах. Зимой среди голых ветвей декоративных яблонь краснеют мелкие яблочки размером с вишню. Все элементы японского сада парка Айвазовская подбирались так, чтобы создать настроение спокойной отрешенности, очистить душу от мирских забот и помочь сосредоточиться на предстоящей чайной церемонии. Жизнь в гармонии с природой, почитание всех ее проявлений и умение видеть красоту – вот, пожалуй, основные принципы нашего японского сада. Здесь расположен водопад, который является частью этого сада. В садике с восточными корнями восхищают своими формами миниатюрные деревца, выращенные в стиле бонсай. Специалисты подобрали участок и составили проект по созданию традиционного сада с чайным домиком и всеми атрибутами, отражающими восточную философию устройства мира. Для японского уголка завезены огромные каменные глыбы и маленькие деревья. Эти ворота привезены из Японии. Дизайнеры в композиционных решениях художественных образов использовали мифы, исторические факты, связанные с партенитом, от древнегреческой культуры и до наших дней. Если пейзажный Воронцовский парк выглядит как великолепный естественный лес, то парк в Айвазовском – это сад. Роскошный чудесный сад, любовно возделанный руками человека, где каждый цветок и каждое растение – произведение искусства. А вот памятник отдыхающему крымчанину, в народе также известен как памятник Хрущеву. Открытый 15 августа 2013 года бронзовый памятник, где на лавочке сидит мужчина в рубашке-вышиванке, плаще и шляпе. Он очень похож на Никиту Сергеевича Хрущева, советского государственного и партийного деятеля с 1953 по 1964 годы. Рядом с ним на лавочке бронзовый кот достойного вида. Известно, что памятник был изготовлен в литейном цехе под Киевом, что не случайно, так как в 1920-1928 годах Никита Сергеевич занимался хозяйственной работой в Украине. Далее располагается итальянский сад.
Это изысканное место с фонтанами и небольшими прудами, создающими умиротворенное настроение. Здесь много красивых камней и, конечно, зеленых растений. Как и в других частях парка, в этом саду можно встретить изящные скульптуры. Пройдя сад ароматов и террасный сад, посетитель выходит на набережную. Она ведет вдоль пальмовых аллей и интересных скульптур. Это и плескающиеся в воде дельфины, и загадочные нимфы. Парковые герои греческих мифов удачно вписываются в зону отдыха с райским названием. Например, притягивает взгляд скульптура Посейдона, грозно осматривающего свои владения. Дополняет композицию морская богиня Амфитрита. Пройдя богов моря, человек попадает в сосновую рощу. Здесь можно отдохнуть на скамеечке и вдоволь насладиться ароматом хвои. Природная ароматерапия – приятный бонус к эстетическому наслаждению. Террасный сад у самого моря с копиями древнегреческих скульптур. Многочисленные цветы накрывают сад благоухающим облаком ароматов. При этом все продумано до мелочей. Когда одни культуры отцветают, их сменяют другие. Для всех растений обеспечивается капельный полив. В парке обычно не слишком жарко, даже в самый знойный день. Многочисленные водные сооружения, фонтаны, бассейны, водопады, ручьи повышают комфорт, создавая желанную прохладу. Особенно стоит выделить колодец искушений. Считается, что он помогает воплощать в жизнь любое желание. Для этого нужно опустить руку в воду, мысленно сконцентрировавшись на мечте. Однако все не так просто, ведь вода здесь ледяная. Отсюда и название загадочного места. В мексиканском саду представлен фрагмент сада, воплощающего образ и ландшафт доколумбовой Америки. Он размещен на самом солнечном и сухом участке парка. Здесь в теплое время года цветут опунции и юки. Раскинули мясистые листья агавы. На зиму обитатели этого садика укрывают теплицей. Бронзовые и мраморные статуи древнегреческих божеств, заказанных, между прочим, в Италии, размещены по всему парку. Величайшей представляется фигура бога морей Посейдона на набережной. Посейдон стал еще и главным ориентиром в Айвазовском, ведь рядом с морским богом одноименный ресторан, по его левую руку две бесплатные пляжные карты санатория, где в летний сезон завершается каждая пешая прогулка по парку. Отсюда же открывается вид на скалистый мыс Плака. Жемчужина парка Айвазовская – 200-летняя оливковая роща, которая раньше находилась в усадьбе Раевских. Она стала основой своеобразной экспозиции, связанной с античным миром и колонизацией Крыма древними греками. Поскольку маслина ассоциируется у нас со Средиземноморьем в целом, можно предположить, что на этом месте располагалась древнегреческая усадьба, о чем напоминают воссозданные руины небольшого храма, пифосы, амфоры и так далее. А белоснежная ротонда удивляет не только своими классическими формами, но особым акустическим эффектом, объемным звуком. Летом она служит площадкой для проведения музыкальных вечеров. Композиционной осью этого живописного уголка парка является пересекающий оливковую рощу ручей с системой естественных водоемов. Это пляж санатория, одна из 6 его частей, один из пустых пляжей Крыма. От пляжа начинается долгий обратный путь по извилистым дорожкам среди великолепных цветов. С обзорной площадки начинается долгий подъем по лестнице, и затем мы прощаемся с этим настоящим крымским парадизом. По красоте этот райский уголок совершенно уникален. Однажды посетив Партеницкий парк Айвазовского Парадиз, каждый человек мечтает вернуться сюда снова.